Здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня я хочу показать, что я нашила из обрезков старых брюк, юбок и таких тканей плотных, типа сукно, плащевка. Утилизировала очень много вещей, и детских, и мужа, и своих, для коврика. И вот остатки, обрезки решила не выбрасывать, и, в общем, нашла им такое применение. Вот сейчас я собрала такие блоки. Ну, вот они примерно в одной гамме. Такая беже-коричневая, серая, зеленая, голубая, холодная такая гамма. И что я с ними сейчас еще сделаю? Так я не оставлю. Я еще эти блоки хочу немножко декорировать. Так, вот это я уже подготовила. Вырезала синтепончик по размеру и такую вот заднюю сторону. На машинку иду. У меня есть куча вот такой трухи, обрезки цветных тканей, тоненькие. Я хочу их использовать для создания новой фактуры. Сейчас буду пристрачивать их зигзагом в разных направлениях. Вот такая объемная пряжа уже валяется у меня давно. Сейчас попробую ее сюда пристрочить. Можно добавить еще какую-нибудь нитку. Я такую нитку уже использовала в своих предыдущих работах, когда делала трикотажные квадраты, украшала. В принципе, по-моему, интересно получается. И вот сзади. Ага, вот видно, что вот сюда просится еще. Вот такой квадрат простеганный. С угла можно кинуть ниточку. Ну, опять можно взять какую-нибудь полосочку. Да как угодно. Вот так. Ну, она пошире тут интересно тоже получается. Вот с угла могу пустить. Так, с уголка. Вот здесь пойду вот так. Даже вот такие маленькие кусочки, в принципе, можно пристроить. Вот сейчас я пристрою. Такие брызги, искорки. Вот. И вот с этого, вот видите, маленький кусочек. Ну, примерно как-то так. Вот взяла следующий блок. И тут тоже. Вот видите, обрезанный шовчик. Сейчас я его пристрочу. Этот шовчик даже не разрезала. Вот у меня целиково идет. Просто поворачивала и клала в другом направлении. Вот какие-то обрезки тоже сейчас.
Попробуем. Зигзаг у меня 4 миллиметра на 2. Ну, в принципе, можно. Но чаще, я считаю, не надо делать. Больше тоже такая оптимальная величина. Ну вот, кончился у меня здесь. Я просто продолжила зигзагом строчку. Строчила. Все хорошо. И вот смотрю, у меня вот такой казус случился. Так что внимательно следите за подкладкой. Придется здесь подпороть и здесь перестрочить. Распороть строчечку, вытащить. Вот. Нашла красивые ниточки, решила, что их тоже можно добавлять на изделие. Здесь просто разворачиваюсь и отсюда дальше куда-нибудь прокладываю лучик, куда ложится. Нашла вот такую пряжу буклированную. Попробую ее добавить, украсить. Ну, конечно, можно, допустимо вполне. Так, решил добавить и синие ниточки. Так, опять беру такую ниточку. Теперь можно развернуть. Так. И можно еще как-нибудь вот так положить. Вот такая пестрота у меня получилась. Вот так это с одной стороны выглядит. Так, теперь буду обрезать, а потом соединять. Обрежу края сейчас аккуратненько. Вот такой, да, получился. Ну, сейчас все остальные также сделаю. Так, нарезала вот таких полосок шириной 3 сантиметра для соединения блоков. И из подкладочной ткани по 4 сантиметра. Их я сейчас вот так пополам заглажу. Так, приготовила. Теперь берем 2 наши заготовочки. Накладываем. Я буду строчить, да, вот здесь на ширину лапки, а с нижней стороны я наложу вот такую, вот эту полоску. Так, сейчас наколю булавочками. Так, ну вот я прострочила сзади вот так вот. Теперь совмещаем. Вот так. Накладываем. То же самое прострачиваем по этой стороне.
Отстрочила. Получилось вот такое соединение аккуратное. А с этой стороны у меня швы ложатся один к одному, а вот этой полоской я накрою. И вот здесь подошью вручную. Вот такое закрытие шва аккуратненькое. Собрала вот в такие полосы, подстрочила декоративной строчкой, чтобы было повеселее. И теперь между собой эти полосы соединю так же, как вот эти части, полосочками. Так, так, так. И снизу буду одновременно пристрачивать подкладочную полосу. Вот так соединила полосы. Покажу вблизи, как получилось. Вот с декоративной строчкой. Мне очень нравится. Весело. Нитка для строчки вот такая меланжевая. И строчечка получается разноцветная.